Здравствуйте, я фотокорреспондент «Новой газеты» Евгений Фельдман. Я нахожусь на главной площади города Славянск. Сейчас попробую поговорить с местными жителями о том, видели ли они какие-то подтверждения или вживую были ли очевидцами того, о чем сообщил Первый канал. Подводят нам воду и все. Здравствуйте. Вот буквально это было 2 или 3 дня назад. Первый канал российского телевидения сообщил о том, что в день, когда сюда вошли украинские войска, на этой площади собрали женщин и детей, и якобы убили ребенка. Нет. Расскажите, пожалуйста, подробнее, может быть, вы можете Такого рассказать? не Такого было. не было, нет. Вы были было. здесь, да, в тот день Не на было. площади? Мы не были, но которого такого не не было. было. Понятно, Если спасибо бы большое. не было. Тут все Все было знали. нормально. Они нормально. привезли, которые были сепаратисты, их назвали. Они так мирно проехали, Да. встречали. Нет, которые были те, они нам давали ни пайки не давали, ни еды не давали, ни кормили нас, ни поили, ничего. А киевляне пришли, нас пенсию дали, еду дали, машины дали, вот люди сидят наевшие, свет Нет, дали, те кормили, воду дали. ну, Мне только говорят, так, маленькие мы пайки. ожили, просто люди ожили. Пришла эта власть, и все мы ожили. Ясно. Вы ничего такого не слышали? Не слышали, Мы такого пьем не было. ром-колу, мы уже ожили. А тогда мы не могли этого не купить, ничего. Понятно. Спасибо Поэтому, большое. дайте, у нас все хорошо. На данный момент Спасибо все большое. отлично. Спасибо большое. Всё. Простите, пожалуйста, можно с вами поговорить? Не Можно надо. с вами? Я уже свое отдал. Ну, я Нет, просто всё, вопрос задать. Спасибо. Ну, хорошо. Здравствуйте, а можно с вами поговорить? Пожалуйста. Я просто пытаюсь проверить информацию, и никак, к сожалению, иначе это сделать невозможно, кроме как поговорить с местными жителями. Вот Первый канал российского телевидения, они сообщили, что якобы в день, когда сюда вошла украинская армия, здесь, на этой площади, пытали ребенка и убили, и пытали его мать, и собрали всех женщин и заставляли на это смотреть. Вы расскажите, пожалуйста. А когда же это было? Ну вот якобы, когда 5, получается, июля входила армия, вот якобы в тот же день собрали... Мы не слышали. Такого не слышали, и вряд ли так и было. Если бы если Вряд бы ли было так. Вы здесь Вот, не были, вы здесь не были в этот день. не были, но Ну, если не бы слышали. Если бы было так, Да, я слышали, понял. весь бы город знал. Здесь Да. не было такого. Это все сплетни. Ні, то не може бути. Но вы ни от кого это не слышали. Ні, вообще речи. Если Спасибо бы на большое. площади было, то мы бы знали, мы недалеко живем, тут бы вся округа знала. Ясно. Глупости. Это все глупости. Не, то, что... Ясно. Вообще ведь Первый канал у вас работал все эти месяцы, да? Я так понимаю, что здесь было много съемочных групп. Света немає. Не-не-не, я имею в виду, в смысле, съемочные группы работали же, журналисты Первого канала. Тут были вчера Як на света площади. нема, багато. откуда ми знаємо? Ми Да, абсолютно я понял. тупые, Ну, нічого що не Не, знаємо. парень спрашивает, и в нас эти работали. Журналисты сами по себе. Вы же, наверное, с них видели Журналісти кого-то. работали, но ми їх не їх бачили. всегда повно. Ми Понятно. сиділи в погрібах. Понятно. Спасибо большое. Вчера их тут полно. Простите, пожалуйста, можно вам вопрос задать? Ой, не Я надо. просто пытаюсь проверить. Давайте я вас не буду снимать. Не надо. Я просто пытаюсь... А вас можно? Не нужно. Она глухая. Ну, вы... Не надо, не надо. У меня один очень короткий вопрос. Я просто пытаюсь проверить, правда или ложь. Я сумку приняла. Здравствуйте, а можно с вами поговорить? Просто пытаемся проверить информацию, ну никак иначе это сделать невозможно. Первый канал российского телевидения сообщил, что якобы в день, когда сюда вошла украинская армия, здесь на площади собрали женщин и при них заставляли смотреть, убили ребенка и пытали его мать. Можете рассказать, пожалуйста, ну вы здесь не были в тот день или нас были? не было здесь, но это 100% вранье. Ну вы ни от кого такое не слышали? Первый раз, только от вас, только сейчас услышали. Да, понятно. Просто видите, все так же говорят. Тут в первый же день. Не было нормально, тут наоборот все рады. Да. не было. Ясно, спасибо Такого большое. не было, сплетни. Спасибо большое. Украинская армия вошла в час с чем-то, час 10 примерно. Они шли по улице юных коммунаров. Вот. Так. Соседка говорит, девочка прибежала и говорит, это мы пока вышли, как будто не идут ни танки, ни это. Ну еще с полчаса я свои дела решила, и к 2 часам я сюда подошла. Подошла вот, где у нас фотография, а там стоят солдаты, они так на корточках Это было в 2 сидели. часа дня. Да. Угу. И нас собралось примерно 12 человек. Женщин, там один мужчина такой, ну, может он и какой-то в исполкоме что-то имеет, ну, и знакомый такой человек по городу, его многие знают это. Вот. И это.
Они посмотрели наши кулечки, этот один из солдат, и говорит, вы хотите поговорить с украинской армией? Они были вот песочно-кофейного цвета, светлая форма. Интересно. Вот мы стали, вот примерно где вот эти елочки, только по той дорожке. Вот будем говорить примерно вот где детская площадка, только на той дорожке. Вот эта площадочка. Вот. Вышел к нам, вот, может, он и представился, но они его назвали, вот не могу сейчас сообразить, то, что он был, они такое впечатление сказали, как министр. Ну, я не знаю, кто у нас теперь министр. Гелетей фамилия. А? Гелетей фамилия министра обороны. Ну, Не он? вот интересный, это и все они, это очень нас хорошо, мы их приняли. Первый вопрос, который я задала, кто вас встречал? Они говорят, что никто не вышел из Белого дома, двери были закрыты, а тут мы, потому что людей не было нигде, ни здесь, ни это, вот. И это, они успокоили и сказали, передайте и другим жителям, что все у вас будет, все мы ваши проблемы знаем, вот, что и света, и воды, и всего не будет. Будет свет, будет у вас пенсия в ближайшее время, вот, и очень все корректно, и в этот момент, и это. Единственное, что вот здесь на площади стояла машина бортовая, и на ней сидело примерно человек 10 милиционеров. У них были руки за это. Мы потом, увидев это, мы сказали, что наши милиционеры к ополченцам никакого отношения не имели. Они находились в райотделе, это по Роза Люксембург, и они несли службу. А почему? Потому что в нашем доме живут родители нашего, и он, мальчик тоже с нашего дома, это, и он приходил к родителям, потому что семью отправил куда-то из города, вот, и он у них ночевал и жил, милиционер, будем говорить, это, фамилия его Игорь. Ну, не важно. Ну, вот. И он говорил, что он часто на Артема его посылали на дежурство, а я на бульваре Пушкина живу, так что это мы видели, как милиция дежурит по двое человек. Первый канал рассказал о том, что якобы в день, когда сюда вошла украинская армия, здесь на площади собрали женщин и убили ребенка на их глазах и пытали его мать. Значит, это все, понимаете, все, это чепуха. Потому что мы люди, как вам сказать, прагматичные, разумные. Мы не видели, чтобы кого-то тут убивали, когда вошли эти... Они и так до этого хорошо все поубивали, всех, и разрушили сколько домов. Но этот момент мы такого не видели. Чтобы кого-то ребят били, никого ничего не били. Наоборот, они явились вроде ангелы-освободители. Ясно? Ясно. Но и теперь обещают, что они отстроят то, что разрушили. Совместными силами все поразрушали. А вы тоже ничего не видели? Вы были здесь вообще? Нет, я здесь вообще не была, ничего не знаю. А вы были здесь в первый день? Ну, когда приходили, мы потом приходили. Но таких фактов мы не слышали никогда. Другие факты есть. Ну, вот, например, такие говорят, что якобы у нас на озере там плавают какие-то трупы, там, где горячка. Пойдите туда и посмотрите, правда ли они плавают, я не знаю. Ну, это уже не... Где церковь там на горячке. Мы слышали, но мы ничего не знаем. Понимаете?